Так, вот эта замечательная фраза из советского периода, да, что 1931 года Япония стала на путь военных авантюр. Да? Это какая по счету была авантюра? И была ли это авантюрой? Вообще говоря, да, безусловно, это была часть авантюр, но во многом это не просто авантюра, это еще и импровизация. Вот, да. То есть Поскольку у импровизации была какая-то прагматика с в ней- японской стороны? на самом деле, конечно, расчеты были вполне рациональные и прагматичные, и по сути своей Перл-Харбор был операции с целью уравнять соотношение сил. Вот количество линкоров той и другой стороны, выбить определенное количество линкоров Соединенных Штатов Америки, уравнять силы для решающего морского сражения и постараться его выиграть. Нельзя сказать, что на Перл-Харбор японцы делали основную ставку своей стратегии. По существу это должна была быть некая прикрывающая фланг операция, которая обеспечивала главное направление, которое добывало те самые ресурсы, поскольку запасы природных ресурсов по состоянию на конец осени 1941 года, они исчислялись месяцами. То есть японская промышленность располагала ресурсами по коксу, по жидкому топливу буквально на считанные месяцы. И без разрешения немедленного этой ситуации, в чем была проблема? В том, что американцы наложили эмбарго. То есть Китай, как авантюра, она привела к тому, что японцы стали выглядеть плохими парнями в глазах всех. В первую очередь, конечно, американцев и тех самых американских избирателей, которые продвигали тех или иных народных избранников. И в результате цепочка с одной стороны удачных, с другой стороны, не решающих радикально задачу покорения Китая операций. Да, японцы одерживали военные победы, они сокрушали новые и новые китайские части, но они рождались заново. И китайская армия, по существу, была неуничтожимой. И китайцам стали помогать и англичане, и американцы, в том числе экономическим давлением. И в итоге Япония была загнана в тупик и стратегический, и экономический. Им нужно было срочно что-то предпринимать. И вот это срочно предпринимать, это называлось война США, а Перл-Харбор был частью этой войны. Значит, получается, что это был жест отчаяния, но отчаяния прагматичного. То есть за этим стояла какая-то цель дальнейшая. Да, но это, как говорилось в старом мультике, если слонопотам будет смотреть на небо. То есть вся японская стратегия, она нацеливалась на то, что американцы будут действовать определенным образом. И, кроме того, предполагалось, что удастся выстроить некий барьер. Во-первых, нанести американцам большие потери. Во-вторых, выстроить некий оборонительный барьер. Это оборонительный барьер удерживать. И что Америка не будет долго и с немалыми потерями в любом случае воевать за Тихий океан. Эти расчеты были, безусловно, ошибочными. И вот эта вспомогательная, по сути, своя вылазка Перл-Харбор, она была, конечно, пощечиной американскому обществу, американской и флоту, и армии, на самом деле, потому что в Перл-Харборе присутствовал и флот, и армия. И пострадали и те, и другие. И вообще говоря, одним из сценариев, к которому готовились на предвоенных учениях, это что кто-то будет высаживаться на островах. То есть это, конечно, идея была сомнительная сама по себе, высаживаться на островах, которые лежат за многие сотни, даже тысячи километров от ближайшей базы, но тем не менее это тоже рассматривалось как сценарий. Кроме того, как сценарий рассматривается, например, вылазки диверсантов. В результате армейцы, причем ситуация была парадоксальная, радиолокаторы, первые радиолокаторы, которые вводились, что называется, в строй человечеством, даже можно сказать. Да, англичане, американцы, естественно, лидировали гонку электроники, и радары были на Ааху и подчинялись армии, а защищать они должны были флот. И, соответственно, расписание действий
того персонала, который обслуживал эти радары, оно было весьма замысловатым. И, по сути, они оставляли окно для атаки флота. Итак, 7 декабря 1941 года лишь волею случая автомобиль, который должен был увезти операторов на завтрак, он задерживался. И ребята, вместо того, чтобы сидеть на крыльце и травить анекдоты, они сели снова за радар, включили его, увидели страшное. И вот это тоже одна из коллизий взаимоотношений флота и армии. Американских, потому что везде... В Японии была та же самая картина. Это есть знаменитая фраза, приписываемая разным людям, но в любом случае звучит она так, что это времен Холодной войны. Русские – это противник, а настоящий наш враг – это армия кого-то из флотских. И вот это применимо было на самом деле и к Японии, и к Соединенным Штатам. Потому что конкуренция между флотом и армией, она присутствует. Особенно, когда это две равновесные, что называется, по вложениям финансов и ресурсов структуры. Маленькая ремарка, собственно, про радиолокаторы, армию и флот. Радиолокаторщики даже сообщили на Центральный пункт управления авиацией о том, что они видят какую-то множественную цель подлетающую. Но им в ответ на это сказали: ребята, вы не беспокойтесь, это к нам летят бомбардировщики Б-17, наши же армейские. Вы не обращайте внимания, все нормально. И они, соответственно, после этого за ними приехали, и они поехали завтракать. Все-таки на завтрак они поехали. Да, на завтрак они поехали. Да, вот, но они были люди, которые реально вот имели возможность за минимум полчаса предупредить всех о том, что, собственно, приближаются посторонние самолеты. Что, собственно, было задумано японцами, из каких установок они исходили? К этому моменту у них был, надо сказать, большой опыт борьбы с государствами, сильно превосходивших их в военном, а то и в экономическом потенциале. Имеется в виду японо-китайская и русско-японская война. В обоих случаях японцы применяли, скажем так, стандартный набор решений. Они вообще любят работать по определенному шаблону, и если этот шаблон, этот вот, набор действий оправдывал себя, они ему, собственно, исследовали повторно. В частности, для того, чтобы обеспечить себя от войны на два фронта, они, как правило, находили себе сильных внешних союзников. Вот, в частности, в русско-японскую войну они заключили союз с Великобританией. Таким образом, они гарантировали для себя ситуацию, что они с Россией находятся один на один. Поскольку по условиям союзного договора, если за Россию вступает в войну с Японией любая европейская держава, условно, например, Франция или Германия, тем более, что опыт уже был, когда Франция и Германия вместе с Россией выступали против Японии, правда, дипломатическое на нее давление оказывали, но вот силовым путем, собственно, когда итоги японо-китайской войны были пересмотрены. И поэтому японцы подстраховались от подобного рода ситуации. У них был договор с Великобританией о том, что если вступает третья страна в войну Японии с кем бы то ни было, значит, соответственно, Великобритания вступает на стороне Японии. То есть это получалось равновесие. Таким же образом армия японская в 1940 году добилась заключения тройственного пакта между Германией, Италией и Японией. При этом руководство флота относилось к попыткам заключить этот договор с очень большим скепсисом, а руководство иностранных дел, то есть правительство гражданское, вообще считало, что этого делать не стоит. Аргумент был такой. Это союз, который налагает на обоих участников этого союза определенные обязательства. Так. Следовательно, может возникнуть ситуация, когда Япония будет обязана вступить в боевые действия, которые не отвечают ее интересам. То есть, таким образом, поле маневров для Японии сокращается с помощью этого договора. Тем более, что он заключался в середине 1940 года, когда у очень многих, не только у японцев, возникали серьезные подозрения, что европейская война, собственно, вот-вот и закончится совсем. И что же получается? С одной стороны, мы находимся в союзе с Германией и Италией, но Германия, например, захватила ту же самую Голландию. А основные источники нефти находятся в голландской Ост-Индии. Где гарантия на то, что Германия не скажет: извините, мы захватили Голландию, Голландия наша, колонии ее тоже наши.
И, извините, для японцев все начинается снова сначала. Неудобная ситуация получается. Тем не менее, поскольку продолжается война между Великобританией, Италией и Германией, в эту войну, и, собственно, японцы это обстоятельство для себя видели и отслеживали, рано или поздно вступят Соединенные Штаты Америки. Они вообще считали, что между Великобританией и США имеет место, ну, пусть и не подписанный, не формальный, но, тем не менее, определенного рода союз. И, следовательно, в этой ситуации Япония оказывается вовлеченной в войну с явно превосходящими ее противниками не в тот момент, который она выберет сама. Это вот как раз про внезапность. Зачем нужна внезапность? Внезапность нужна для того, чтобы начать войну в том месте и в тот момент, когда ты силен, а противник слаб или, во всяком случае, не готов и не знает, с какой стороны будет нанесен удар. Вот для командования флота и для дипломатов, ну, дипломаты там вообще стремились добиться мира любой ценой. Дипломаты, наверное, первыми из-за всего военно-политического руководства Японии начали утверждать, что, собственно, надо сворачивать войну в Китае, причем сворачивать ее не только прекратив боевые действия, но и эвакуировав войска японские оттуда. Но дипломатические усилия — это был отвлекающий маневр, или это была часть вот какой-то такой японской стратегии того времени? Это было следствие того, что в японском тогдашнем руководстве было несколько линий, одновременно работавших. И, скажем так, когда результирующие их направления совпадали, происходили определенные действия. То есть армия, например, считала, что надо начинать войну как можно быстрее, ну, там требуется определенный подготовительный период, но, тем не менее, ее надо начинать как можно быстрее, потому что, собственно, в этом сходились все, и армия, и флот, и представители правительства, что самый край, в прямом смысле слова, у Японии наступает в марте 1942 года. То есть в марте 1942 года кончится все. Совсем все. То есть после этого Япония просто будет физически не способна вести какие бы то ни было боевые действия. Природные ресурсы. Да, экономика ляжет еще за 3 месяца перед тем. Да, все сырьевые. Да, к сожалению, вот в это время в Японии как бы формально армия не всем управляла, а по факту именно армия и флот решали вопросы войны и мира, не советуясь с правительством. Правительство выступало в качестве, скажем так, исполнителя их желаний. Потому что в любой момент, по желанию либо армии, либо флота, либо их вместе, военный морской министр подает в отставку, автоматически правительство распускается, должно быть назначено новое правительство. А поскольку они находились на действительной службе, военные морские министры, со всеми вытекающими из этого последствиями. То есть это системный кризис сразу вызывает? Да. И поскольку надо было создать ситуацию для продвижения на юг, надо было вывести США из строя, не просто вывести США из строя, эту идею они прорабатывали еще с середины 20-х годов. И, собственно, то же самое нападение на Перл-Харбор, первые наметки, делались в 1927 году. Первые разработки были этого предложения. Но тогдашняя техника не позволяла провести в нужном объеме. И, собственно, идея была та же самая, что и идея в русско-японскую войну. Перл-Харбор был в фокусе, да? Именно цель была вот эта база? Нет, Или были еще другие цели? Нет, вывести США из... Нет, главной целью был захват южных территорий для с начала, получением ресурсов. Для начала, да, вот войны. Ну, уравнять силы. То есть, да. То есть можно все равно через Перл-Харбор. Дело все в том, что было запланировано как раз две параллельно существующих операции. Одна операция – удар по Перл-Харбору. Это была чисто флотская затея. Она держалась в строжайшей, в полнейшей тайне. Даже правительство не было извещено об этом вопросе. Знал ли об этом император Японии? Это очень, скажем так, деликатный вопрос. Хотя 2 декабря 1941 года Исароку Ямамото у него был. Но о чем они говорили, эту тайну они унесли с собой. Но во всяком случае, когда выяснилось, что нападение произошло до официального объявления войны, Ямамото просил очень сообщить императору, что в этом нет вины флота, что флот до конца настаивал на том, чтобы сначала было объявление войны, а потом уже, соответственно, был нанесен удар. То есть вот вспоминаем русско-японскую войну. Мы помним, японцы хотят получить Корею. Поэтому до начала боевых действий они высаживают свои войска в Корее, а чтобы русский флот не нанес им удар в этот момент, они наносят удар по Порт-Артуру. Ровно та же самая ситуация воспроизводится
в условиях... То есть это модель Порт-Артура, да? Да, модель русско-японской. Та же самая модель русско-японской русско-японской войны. То есть, таким образом, с самого начала парализуется сильный противник, с учетом того, что для противника, который и количественно, во всяком случае, превосходит японцев, для него количественные потери не так чувствительны, как для японцев. Собственно, Тихоокеанская война это именно и покажет, что японцы не могли себе позволить сколько-нибудь серьезные потери. Поэтому им нужно было выигрывать каждое сражение. А для того, чтобы выиграть сражение, это сражение надо начинать максимально тайно и максимально внезапно. То есть внезапность и скрытность всех вот этих вот подготовок, всех этих операций для японцев была ключевым моментом. Без скрытности, без внезапности они бы всего этого дела просто бы не провели в нужном объеме. Собственно, во всех планах, и в том числе и в плане удара по Перл-Харбору, предусматривалось два сценария. То есть сценарий, когда скрытность присутствует, и, соответственно, причем до самого конца, то есть до момента нанесения удара. И второй вариант сценария, когда скрытности достичь не удалось. И там уже были всякие подварианты, то есть был подвариант, что если за 2 дня до обозначенного времени нанесения удара японское соединение будет открыто, то есть они получат информацию о том, что они не сохранили свое движение в тайне, они были обязаны повернуть и уйти обратно. Уж ловить было нечего. Да. На самом деле, что мы видим? Мы видим, что несмотря на попытки сохранить все в тайне, японцы по максимуму делают все, чтобы эту тайну раскрыть. Да ладно. Это каким же образом? Во-первых, они посылают в атаку на Перл-Харбор до того, как подлетают самолеты, 5 мини-субмарин. И эти 5 мини-субмарин на лодках-матках прибывают к Гавайям. Каждая, соответственно, лодка, это мини-субмарин, несет 2 торпеды, и одна из них пытается проникнуть в гавань Перл-Харбора, и ее замечает эсминец, несущий дежурство. И первые выстрелы войны на Тихом океане прозвучали из 4-дюймового орудия этого эсминца, который лодку благополучно взял и потопил. И на самом деле стал докладывать о том, что атакована вражеская подводная лодка у входа в гавань. Там проходил, по-моему, транспорт, и лодка попыталась вслед за ним, что называется, на мягких лапах пройти. На самом деле 2 лодки умудрились в гавань проникнуть. Правда, особых результатов не достигли. Одна лодка вообще там выбросилась на берег, и ее командир сдался в плен. То есть он должен был, конечно, как самурай там, покончить самоубийством, но он тихо, спокойно сдался в плен, причем местному. Еще одна попытка японцев раскрыть все, что можно. Это все 7 декабря? Это происходит все на рассвете 7 декабря. Рассвет. Вот у нас такой рассвет. Да, такой рассвет с атакой подводной лодки, которые, по современным данным, никаких результатов эти лодки вообще не достигли. То есть их распиарили, что они герои, что одна из них там потопила целый американский линкор. Эти лодки начали тиражировать их, использовали для атаки на Австралию. Но реально это был металлолом, то есть эффективность была около нулевая. На этом они не останавливаются. Они отправляют 2 разведчика самолета, летающие лодки с крейсеров, сопровождающих Кида Бутай, вот это соединение, центром которого были авианосцы, на доразведку. Они смотрят, флот находится в Жемчужной гавани, либо он находится на якорной стоянке, что называется, на внешнем рейде. То есть убеждаются в этом. На самом деле разведка в лице дипломатов, консул уже и так сообщил примерно за сутки о том, что да, флот находится в гавани. Они проводят доразведку, и, в принципе, эти самолеты могли вскрыть всю операцию. Но дальше, опять же, японцы, вместо того, чтобы воспользоваться результатами этой разведки, зачем проводится эта разведка? Чтобы изменить план. План меняют? Нет. Зачем менять план? На этом дело не закончилось. Командир, собственно, человек, который, по сути, в воздухе руководил операцией, руководил он довольно условно, потому что радиосвязь была довольно условная, он тоже делает все, чтобы атака не была внезапной. Сигнал к атаке должен был включать 2 варианта. Одна ракета – мы атакуем внезапно, 2 ракеты мы атакуем не внезапно. Он достает ракетницу, стреляет из ракетницы и видит, что человек, которому предназначается этот сигнал,
его не увидел. Никакой реакции нет, да? Да, адресата? никакой реакции нет. Минуточку, реакция была, но реакция была частичная. Дело в том, что в воздухе находились пикировщики, торпедоносцы и истребители. Соответственно, команду на... Уже в воздухе. Да, уже в воздухе. Это уже, собственно, вот уже видно побережье острова Аху. Вот они уже, собственно, подлетают. Выпускается ракета. Пикировщики, торпедоносцы занимают свое положение, потому что предполагалось, что если внезапность достигнута, первыми отработают торпедоносцы, потому что они идут низко, им нужно, чтобы цель была хорошо видна, и они смогли спокойно маневрировать. Если внезапности нет, сначала идут пикировщики и истребители, которые, соответственно, расчищают воздушное пространство, выводят из строя авиацию, выводят из строя зенитки противника, и после этого уже в расчищенное пространство идут торпедоносцы. Так вот, торпедоносцы вышли вперед, пикировщики встали за ними, истребители сделали вид, что сигнал не для них, дан это кому-то еще. Что делает Фучидо? Вставляет второй патрон в ракетницу и стреляет. Получается два противоречия. Одни интерпретируют этот сигнал как внезапности нет, вторые интерпретируют как внезапность есть. Первые бомбы падают на аэродром летающих лодок на краю острова Форт, вокруг которого, собственно, расставлены американские корабли, и поднимают тревогу. Американский флот имел 3 степени готовности, соответственно, обозначающиеся буквами X, Y, Z. Соответственно, американский флот в то утро находился в готовности X. Это, на самом деле, уже сама по себе повышенная готовность, но не задраенные двери переборок. Есть только часть зениток обеспечена расчетами, но, тем не менее, зенитки расчетами частично были обеспечены, и определенный запас снарядов имелся. И фактически этими падениями бомбы на абсолютно некритичную цель на всем вот этом линкорном ряду поднимается тревога. До Z? Нет, до Z как раз-таки она не... Потому что это должно было пройти официально. И поэтому из-за того, что не подняли до готовности Z, последний, линкор «Калифорния» с открытыми переборками, он благополучно пошел на дно, потому что дверцы у него были не закрыты. В него, когда попали 2 торпеды, которые были не смертельными для линкора, он пошел на дно именно из-за того, что были не задраены дверцы переборок. Но это не... Но, тем не менее, зенитчики находились неподалеку от своих орудий. Они занимают места и встречают атакующих торпедоносцы огнем. Но на этом, как говорится, хаос и бардак, он не заканчивается. Он только начинается. Подлетающий к стоянке авианосцев самолет-торпедоносцы цели не обнаруживают. Обнаруживают только учебный линкор «Юта», который ценность не имеет вообще никакой. Они его, естественно, зверски уничтожают. Дальше идут в обход острова Форт и мешают тем, кто атакует основной линкорный ряд. Они начинают лететь пересекающимися курсами, сами искать себе цели. И реально атака превращается в хаос. Кроме того, чтобы, так сказать, не было представления, что японцы какие-то вот роботы, которые все делают, что называется, по самурайскому кодексу, там профиль этого линкорного ряда, он заключается в том, что там есть некая бухточка, и некие постройки портовые, и, соответственно, перед ними линкорный ряд. Что делают торпедоносцы? Правильно, надо лететь-то над бухточкой. Над бухточкой лететь удобней. И они идут под бухточкой и всаживают торпеды один за одним в несчастный один линкор «Оклахома». Стоящие рядом линкоры, для того, чтобы сбросить торпеду, надо пролететь над портовыми сооружениями. Остается совсем небольшой кусок бухты до этого линкора. Зачем искать себе трудности? Лучше изничтожать несчастную «Оклахому», в которую как бы всаживают все, что только можно. И вот это вот хаос, который творится в бухте, атака должна была занять по плану 90 секунд. Вместо этого они 90 секунд? Да, вот изначально все спланировано было, что все дружно заходят, за 90 секунд отрабатывают и уходят. То есть это был просто вот айна колонна маршрут, свайта колонна маршрут. Вместо этого, вместо 1,5 минут, они 11 секунд носятся по гавани и ищут цели. Естественно, там подвергают атаке там, никому не нужный танкер. При этом, например, крейсера, которые действительно являются тоже ценными целями, они атакам планово не подвергаются. Они подвергаются только случайным атакам, просто потому что их ошибочно принимают за более ценные цели. Поэтому реально в гавани творится
Бардак. При этом одновременно идет передача телеграммы в Вашингтон. Вот про телеграмму надо отдельно Так, рассказать. что за телеграмма? Да, история с телеграммой – это отдельная. В итоге, когда 1 декабря на совещании в присутствии императора было принято решение о начале военных действий через неделю, причем, собственно, были обсуждены все вопросы. Император не задавал никаких вопросов, вообще, как ясно, это из опубликованной стенограммы, никаких вопросов, вообще никаких заявлений не делал. Он просто присутствовал, выслушал всех выступающих и убыл. Все, значит, члены правительства подписались под решением, император его утвердил. Все, вот, собственно, вот такая была процедура. Было принято решение. И это несмотря на то, что уже все, мы воюем, все серьезно, через неделю начинается война. Тем не менее, было принято решение, что если вдруг в последний момент будет достигнут какой-то прогресс на переговорах с США, в последний, буквально, в последние, там, грубо говоря, даже вот там утром, вечером 6 числа, неожиданно американцы что-то такое сообщат. Так вот, было принято вариант, что будет отправлен специальный сигнал на, значит, соответственно, ударное соединение, идущее к Перл-Харбору, и на десантное соединение, идущее в Малайю, а оно к этому моменту, вот 6 числа, уже все находились в море. К 6 декабря. Так вот, если вдруг даже 6 декабря образуется какой-то прогресс на переговорах, им будет дан сигнал вернуться обратно. Так. И вот это самая телеграмма. Но в итоге надо было обставить каким-то образом свое, значит, решение начать войну. При этом с изворотливостью формулировок японцы явно переборщили. То есть телеграмма состояла, вот этот вот меморандум состоял из 14 пунктов. Причем только в первых 13 перечислялось все, значит, переговоры, которые шли к тому времени уже 1,5 года. То есть вот это все обстоятельства, еще это соответствующим дипломатическим цветистым языком излагалось. И только в последнем 14-м пункте, самом коротком, говорилось о том, что поскольку прогресса на переговорах достичь не удалось, переговоры прекращаются. Это вот такое объявление войны. Не война объявляется. Война не объявляется. Прекращаются переговоры. Заметим, что в аналогичном послании от японцев перед началом русско-японской войны было, извините, недвусмысленно написано, что переговоры прекращаются, Япония оставляет за собой свободу действий. Американцы читают японские коды, и параллельно тому, как расшифровывается телеграмма в японском посольстве, американцы это все параллельно читают. Полностью. Причем они как бы не быстрее самих японцев это все получили и прочитали. Это все была задача максимально отвлечь внимание США. Чтобы противник ни о чем не подумал, ни к чему не приготовился. И, конечно, меморандум Хэлла, который они получили в ноябре, он их очень сильно насторожил. Они вообще заявили, что вот это вот обращение госсекретаря США, с их точки зрения, оно эквивалентно ультиматуму. Хотя, опять-таки, ультиматумом оно не называлось, а в переговорах могут быть, собственно, разные позиции, в том числе и довольно резкие. То есть, опять же, никакого формального объявления войны не было. В рамках переговоров, дипломатического процесса. Но, тем не менее, японцы сочли, что это практически ультиматум. То есть, они уже для себя решили, что вот они уже практически в состоянии войны находятся. Так вот, последнюю 14-ю часть телеграммы передавали посольство Японии в Вашингтоне. При этом ранее вот именно на этот 14-й пункт не была поставлена отметка о его высокой срочности. При этом, поскольку уже шла подготовка к войне, была дана команда уничтожить все шифровальные машины, кроме одной. А в начале самой телеграммы было указание о том, что поскольку это срочное секретное мероприятие, к нему не должен допускаться никакой посторонний персонал. На выходе сами господа японские дипломаты должны были эту телеграмму расшифровать, сами ее набрать, сами убрать те ошибки, которые у них там были, и уже, соответственно, с белым вариантом ехать. При этом, поскольку формально переговоры прекращались, но формально они же и продолжались. Они же не видели 14-ю часть. Они видели первые 13, где длинно перечислялись все предшествующие обстоятельства. Опять же, во имя сохранения вот этой самой внезапности никто из персонала посольства не был в курсе о том,
что, собственно, вот через несколько часов возникнет состояние войны. Поэтому, соответственно, обстановка была мирная, тем более день воскресенья, все, так сказать, немножечко расслабились. Они договорились, что они будут приняты госсекретарем США Хэллом в 13:00. Все замечательно, все прекрасно. В 13:00 они зачитывают ноту, передают ее Хэллу, и образуется люфт. Целый час, который по формальным признакам, собственно говоря, является поводом для того, чтобы никто не сказал, вот это вот коварное нападение без объявления войны. Но поскольку надо было набрать 13 предыдущих пунктов, на 14-й части не было пометки о том, что она срочная, спешная, и ее надо вот вперед всего, канцелярская работа затянулась. И сами японцы с 13 до 14 попросили перенести время с 13 на 14. В итоге они были приняты в 14:15. К этому времени Хэлл уже вполне был извещен о том, что Япония и Соединенные Штаты Америки находятся в состоянии войны. Но не это во всей этой истории самое сильное. Самое сильное то, что все вот эти вот ухищрения с вручением ноты за час до удара по Перл-Харбору, они все разбивались об то, что уже 1,5 часа как шли боевые действия на перешейке Кра, где десантное соединение высадилось и начало боевые действия с британскими войсками. То есть, собственно говоря, еще до удара по Перл-Харбору началась вот та самая главная операция по захвату территории Южных морей. И, собственно говоря, если бы между Великобританией и США было бы налажено вот совсем уж плотное взаимодействие, то американцы бы и так бы знали о том, что, собственно, уже война началась, и никаких дополнительных нот им все равно не требовалось. То есть даже если бы они все сделали вовремя, формально все равно они начали боевые действия до того, как произвели объявление войны, хотя вообще считать вот это вот заявление о том, что мы заканчиваем переговоры без прямого указания на то, что дальше могут последовать силовые акции, извините, это не объявление войны. Но то же самое, та же картина с таким переборщением дипломатии наблюдается в отношениях Вашингтона и Гавайев. Потому что два командира флотских, адмирал Киммель, генерал-майор Шорт, они не получают прямых недвусмысленных указаний, что на вас завтра нападут. То есть фактически Шорту, когда его пытались отдать под трибунал, он уже был на самом деле немолодым человеком, 61 год, в 41 году ему был, его фактически обвиняли в том, что он не мог читать между строк. То есть он был честный служака, ему говорят, что написано, то он и делал. Причем он, например, делал все, чтобы самолеты были разгромлены на стоянках. Что для этого надо делать? Их надо поставить максимально скучно. Что он делал? Он ставил максимально скучно, чтобы периметр их обороны от диверсии, от того, что придут японцы, как говорится... Высадятся, даже просто японские какие-нибудь диверсанты, шпионы, они нападут на часовых, и эти самолеты взорвут. Поэтому надо самолеты максимально скучить. Естественно, когда на эти самолеты начали сыпаться бомбы, они начали друг от друга благополучно вспыхивать и взрываться. И здесь он мог только развести руками, сказать, что готовились к одному, получили другое. И вообще Перл-Харбор готовился ко всему, кроме вот этой воздушной атаки авианосными силами. То есть Перл-Харбор даже в большей степени был готов к тому, что будут высаживать какой-нибудь десант. Вот. Да, или, допустим, даже нападение, нападение флота. А вот удар с авианосцев, он, конечно, имел уже прецедент. То есть надо сказать, что буквально практически за год до этого был прецедент с Таранто, когда итальянскую военно-морскую базу атаковала английская авианосная авиация, причем атаковала уже в условиях войны, естественно, ночью, и добилась весьма впечатляющих результатов. То есть пример перед глазами уже был. Но вот готовности к тому, чтобы оборонять стоянку флота, не было. Причем для японцев было бы катастрофическим, если бы просто опустили сети. На американских кораблях были противоторпедные сети, как в русско-японскую войну. Вот в русско-японскую войну, по-моему, эти сети русский флот частично и спасли от совсем уж катастрофического развития событий в первые часы войны. На внешнем рейде Порт-Артура в момент японской атаки корабли стояли с неоткинутыми сетями. То есть ситуация была абсолютно симметрична, как говорится, можем повторить. Да. Вот эти такой контрапункт или даже почти параллели, с Порт-Артуром и с той ситуации, конечно, они поражают. Смотрите, просто нам надо как-то закончить нашу сегодняшнюю историю, потому что столько подробностей фантастических абсолютно.
Я думаю, как? Вот мне вот все-таки очень... Кстати, пояснение про телеграмму. Дело в Да. том, что телеграмму, которую направили 1 декабря на Гавайи, ее направили, она была не про Гавайи. Про Гавайи там вообще разговора не было. Разговор был о том, что возможно нападение японцев на территории, значит, соответственно, Филиппин, Индонезия, Малайя. Вот, короче говоря, на территорию голландских, британских или американских, значит, колоний вполне возможно нападение. При этом нельзя исключать возможность диверсионных актов. Про Гавайи не было сказано ни слова. Поэтому, собственно, на Гавайях это прочитали, приняли к сведению. И поскольку было сказано, что нападать вооруженные силы на них не будут, но террористов-то и, соответственно, диверсантов исключать нельзя. А вдруг, тем более, что на Гавайях не зря был японский консул. Там была довольно большая японская колония. Там еще и японский консул сидел на Гавайях. Да, сидел японский консул. Естественно, у него была разведывательная сеть. И он мог своими глазами видеть, кто где стоит. То есть, в принципе, никаких проблем с разведкой Более не того, было. можно было нанять частный самолетик и полетать над гаванью. Это тоже было вполне возможно. В фильме «Перл-Харбор» вот эти вот самолеты, там в воздухе находилось 5 или 6 самолетов, причем, по-моему, 1 или 2 из них японцы сбили. Частные самолеты, на которых учились летать. Это действительно было, то есть в небе над Перл-Харбором были самолеты, и не только японские, то есть в этот момент. И это, конечно, несколько меняло такую как бы картину, что называется, мира, потому что понятно, что когда много самолетов, можно, конечно, и запутаться. Подробности потрясающие, сыпятся как из мешка. Ну, вообще, если подводить итог, можно сказать так, что план войны Японии, он на самом деле был обречен на неудачу с самого начала. То есть, это было ложное предположение о планах противника. План нападения на Перл-Харбор, он не был блистательным. Он, во-первых, изначально, что называется, был довольно дубовым и негибким. А еще на это наложились проблемы с исполнением. Поэтому даже того успеха, который они могли достичь в абсолютно тепличных условиях атаки, когда реально практически противник спит. «На рассвете мы спим» называется книга историка Гордона Пранжа про Перл-Харбор. То есть, это он честно назвал, как бы, что происходило утром 7 мая. На рассвете мы спим. Даже вот это «на рассвете мы спим» они не воспользовались на все 100%, и количество выбитых кораблей было меньше, чем ожидаемое при таком сценарии атаки. Ну, тут маленькое пояснение. Значит, пояснение номер 1. Поскольку сами японцы все-таки закладывались под, что не все будет так выгодно, как получилось на самом деле, и они планировали именно вот удар по Перл-Харбору. Это была, как в тогдашней терминологии, называлась диверсионная операция. Поэтому фактор времени играл огромную роль. То есть удар должен быть вот действительно очень короткий, очень быстрый, и после удара безо всяких вот там доразведок, до выяснения, что как. Надо очень быстро уходить. Тем более, что, собственно, Нагума получил такое указание уходить. И после возвращения второй волны, когда, так сказать, была небольшая попытка со стороны энтузиастов в лице все того же Футиды, а давайте мы нанесем третий удар. Вот. Но с учетом того, что потери по сравнению с первой волной во второй волне уже удвоились. То есть, все-таки к этому моменту американцы очнулись. Американцы поняли, что все идет по-серьезному. Повторяем, это не учение. Это, как говорится, не шуточки. Это все по-серьезному. Японцы вообще изначально закладывали, что у них может быть потеряна при ударе по Перл-Харбору третья часть сил. Поэтому те совершенно копеечные потери, которые они получили в ходе этого мероприятия, для них были очень большим сюрпризом. И, конечно, задерживаться и испытывать судьбу еще раз они не собирались. Более того, предусматривался вариант, что если за ними будет организовано преследование, им навстречу выйдет столь тщательно оберегаемый японский линейный флот во главе со свежевведенным в строй линкором «Ямато», и где-то вот в районе, условно говоря, Марианских островов они будут пытаться, так сказать, отогнать от ударного соединения американский флот, если таковое случится. Кроме всего прочего, еще одно обстоятельство, на которое следовало бы обратить внимание. Поскольку в гавани не было авианосцев,
и командование было в курсе, они очень сильно опасались того, что в итоге через полгода с ними и случилось. То есть оказаться между авианосной авиацией с одной стороны и береговой авиацией с другой стороны. То есть вот эта ситуация, как мы теперь знаем, заканчивалась плохо, и японцы в общем и целом знали, что это закончится плохо, если они окажутся между ударами корабельной и береговой авиации. Им очень не хотелось оказаться в этой ситуации. У них реально все, что они хотели, получилось даже с перебором. Авианосцев не было, да. Но, тем не менее, на ближайшие полгода говорить про американский Тихоокеанский флот можно было смело в прошедшем времени. Там, правда, остались авианосцы, но, тем не менее, на ближайшие полгода, как, собственно, еще в сентябре месяце на общих флотских учениях, как раз посвященные отработке именно будущего начального этапа войны, Ямамото говорил, что да, на первые полгода мы получаем гарантию. И они получили эти гарантии. Да. Это, наверное, главный итог вот этого нападения. Они гарантию получили, но война все равно была долгой, и тяжелой. Но гарантия была хотя бы на полгода. Слушайте, интересно, потому что настолько фантастические подробности этого события, которое считается хрестоматийным, что, в общем-то, понимаешь, что стоит заниматься военной историей. Хорошая наука. Спасибо вам огромное.